Всем доброго утра, раннего. Итак, друзья мои, я вам дарю и буду дарить очень много спасительных работ, которые вам помогут подняться с колен, получить помощь при опасности или внезапной трудности и так далее. Например, все очень довольны и хвалят заговор «Помощь из ниоткуда». Говорят, что просто спасает. Конечно, так и есть, для этого и дано вам. Сегодня хочу еще один подобный заговор подарить, точнее маленький ритуал. Будет не лишним. Каждому свое подходит, и даже если другие мои работы подходят все кому-либо, иметь в своем арсенале еще что-то сильное будет не лишним. Итак, с древних времен Вселенная описывается как дом с 1000 дверями. Через эти двери приходят в этот мир, уходят с этого мира люди, судьбы, души. Через этот мир, эти двери приходят спасение или наказание человеку. Говорят, эти двери может зайти любой и постучаться любой, и они всегда отворены. Другое дело, что оттуда выглянет для человека. Рука спасения, рука судьбы, рука мироздания, рука богов. Называйте как хотите, но это рука спасительная. И она может прийти из ниоткуда и помочь. Итак, когда у вас трудность, когда вам что-то очень нужно, мало ли чего не бывает нужно в этой жизни, много что. Если вам нужно найти человека, который вам поможет в каком-то вопросе, или от какого-то человека зависит буквально ваша судьба, или от банка зависит решение, или от чиновника зависит, или от мужа зависит. Либо просто вы хотите что-то сделать новое, что-то очень полезное в своей жизни, и никак не двигается, не получается. Идет и останавливается, снова нужно это сделать. Либо вам очень срочно просто вопрос жизни и смерти, нужна работа. И вот как эту руку спасения попросить, вымолить, я вас научу. Когда судьба подаст руку спасения и поможет вам и вытащит вас из бездны, не забудьте и вы подать руку спасения кому-либо. Или хотя бы этот ритуал дать тому, кто очень нуждается в этом, и тем самым помочь. Или отправить помощь какому-нибудь приюту и спасти жизнь кошки, собаки. Или вынести вниз в подъезд и оставить хорошие вещи для неимущей семьи. Или в конверте положить какую-то сумму, написать, что это адресовано именно таким-то людям, и потратьте на здоровье, это мой подарок вам, чтобы люди не испугались, увидев у себя какие-то деньги непонятного предназначения. Пенсионерам, например, или зная, что в этом доме живут люди, у которых ребенок инвалид, чтобы не унизить их достоинство, попробуйте помочь так, чтобы они даже не поняли и как бы не переживали. Потому что, как правило, человек, который хочет помочь, он не должен трубить в трубы, чтобы весь мир знал, и тем самым принизить того, кому помогает. Одним словом, получите эту руку спасения, а вы получите 100%. Точно так же протяните свою руку и спасите кому-нибудь жизнь. Или сделайте кому-нибудь не просто приятное, а помогите в судьбоносный момент. Потому что чем больше доброты вы делаете,
тем больше вокруг вас будут счастливых людей, и тем приятнее вам жить на этой земле. Сахар, который олицетворяет радость в жизни, радостные моменты, пройденные в жизни, какие-то счастливые моменты, которые судьба вам дала. Соль, горечь, боль, разочарование, расставание, все, что в жизни бывает тяжелого, болючего. И то должно быть у вас. Свечу не обязательно зажечь. Это можете делать в любое время дня и ночи. Опять не спрашивайте про Луну. Вы не будете ждать полнолуния или, молодую Луну для того, чтобы попросить спасения, если вам срочно надо. Поэтому о Луне вообще разговора быть не может. Воду. Наливайте обычную воду. Когда наберете воду, не разговаривайте. Вот наберите воду и не разговаривайте в это время. Молча набирайте, приносите и ставите на алтарь. Для тех, кто 500 раз спрашивает, что такое алтарь? Алтарь – это место, где вы делаете ритуалы. Это может быть ваша кухня или отдельно специальный стол для таких работ. Это место, где набирается сила, где набирается энергия. Когда я говорю черный алтарь, это значит ткань черная сверху. Когда я говорю красный алтарь, это значит красная ткань. Объясняю уже на пальцах. Свечу можете зажигать, можете нет. Это не имеет никакого здесь значения вообще. Итак, вода. Иногда это называют немая вода, когда воду набирают молча. То есть не заряжают ее ни отрицательные, ни положительные эмоции. Просто набирают, приносят и ставят. Вот есть такое слово за Кавказе, точнее, это армянское слово, чхоскан называется. А грузины называют чумат. Чумат ицгали. То есть тихая вода, молчаливая вода или немая вода. Я помню просто эти выражения от моей бабушки, от ее сестер, подруг, которые приходили к нам. Вот для умывания лица утром, очищения какие-то там они там говорили, что надо делать от кожных заболеваний. Что-то обсуждали, я была еще ребенком, кто-то приходил, кому-то помощь нужна была. И вот я как-то спросила бабушку, говорю, а почему воду надо набирать молча? Она сказала, чтобы вода не слышала ни хорошего, ни плохого. Она должна быть молчаливой. Вот отсюда набрать воду молча, без звуков, то есть не заряжать никакими эмоциями. Так объясняю. В нашей семье это так объясняли. Для меня это была обычная жизнь. Это сейчас кто-то там прочитает пару заговоров и считает, что они профессора. А я жила в этой среде. Для меня это нормальная жизнь. Так вот, набирайте молчаливо воду, сахар и соль. Чуть-чуть можно. Вот так ставите, начинаете читать. Читать нужно 7 раз. Первый раз, когда говорится о горечи и счастье, и сладости жизни, сыпите это все. Следующие разы просто читайте. То есть, естественно, ничего сыпать не надо. 7 раз прочитали, берете эту воду, идете и умываете лицо. И не вытирайтесь. Все, вот так умыли, так и ходите, пока не высохнет. Через некоторое время эта рука спасения появится. И то, что вы просили, обязательно сбудется. Получится, даже сомнений нет. Если, конечно, это во благое дело. Если вы ничью жизнь не просите. Есть и такие неразумные люди. Начнем. Мир многогранный. Вселенная велика. 1000 дверей без замков отворены.
Через те двери мировые приходят и уходят века. Судьбы людей через те двери проходят. И каждому с тех дверей рука спасения выходит. Я приняла у судьбы и горечь, и сладость. В реку своей жизни. А ныне прошу великую помощь. Помоги мне, мироздание, ведь я тоже твое создание. Я попрошу, а помощь придет. Один из дверей откроется мне, и рука спасения появится там. Моя благодарность великим богам. Через ту спасение руку я помощь получу, спасение и подмогу. Рука спасения, открой мою дорогу. Окажи мне милость, чтобы получилось, как я прошу и желаю. Скажите свою просьбу коротко. Помоги мне там получить кредит, например, если он вам нужен. Или помоги мне купить подешевле хорошую машину. Или найти нужный земельный участок. Вот срочное что-то нужно вам, очень, очень сильно. Или помоги мне вернуться оттуда живым. И в конце заклинаю. Давайте еще раз прочту. Остальные уже 6 раз, естественно, уже не сыпите туда ничего, просто читайте. Мир многогранный, вселенная велика. Тысячи дверей без замков отворены. Через те двери мировые приходят и уходят века. Судьбы людей через те двери проходят. И каждому с тех дверей рука спасения выходит. Я приняла у судьбы и горечь, и сладость в реку своей жизни. А ныне прошу великую помощь. Помоги мне, мироздание, ведь я тоже твое создание. Я попрошу, а помощь придет. Один из дверей откроется мне, рука спасения покажется там. Моя благодарность великим богам. Через ту спасение руку я помощь получу, спасение и подмогу. Рука спасения, открой мою дорогу. Окажи мне милость, чтобы получилось, как я прошу и желаю. Говорите это все и в конце заклинаю. Прочитали 7 раз. Взяли эту воду, понесли, умыли лицо и ходите, пока не высохнет. Все. И за короткое время ваша просьба будет услышана.